Всем привет! Это Юрий, система Fudge, мебельные кондукторы. Сегодня расскажу вам про модернизацию нашего мебельного кондуктора для фрезерования снайпер. А именно модернизацию стакана с помощью вот такой вот гильзы. Вот наш пластиковый стакан, в котором ходит по скользящей посадке шток с подшипником. Спроектирован и изготовлен этот узел с зазором не более 5 соток между подшипником штока и телом стакана. Теперь о нюансах. При интенсивном использовании кондуктора есть вероятность увеличения зазора между подшипником и стаканом. Хочу подчеркнуть, что зазор будет у каждого разный, зависит от интенсивности работы. Все индивидуально. Если вы используете кондуктор для хобби и работаете не спеша и с перерывами, то вероятность увеличения зазора у вас будет крайне мала. Если же вы профессионально занимаетесь сборкой мебели и кондуктор работает в интенсивном режиме, то вероятность увеличения зазора крайне высока. Думаю, с этим спорить никто не будет. И да, согласен, это очевидно. И причина здесь не в износе от трения подшипника по стакану, как это сразу хочется предположить. Суть проблемы здесь в другом. Практика работы с данным пластиком выявила его слабую сторону – большое тепловое расширение. При работе кондуктора в зоне скольжения подшипника штока возникает нагрев. Из-за нагрева пластик начинает расширяться, теряя свою прежнюю геометрию. И при охлаждении уже имеет другой размер. То есть получаем увеличенный зазор между телом стакана и подшипником штока. Тот самый повышенный люфт штока в стакане. Каково же наше решение по этому вопросу? Мы предлагаем вам модернизацию стакана с помощью металлической гильзы. Вам необходимо приобрести гильзу, вставить ее в стакан, использовать шток с новым подшипником. У этого подшипника наружный диаметр равен 32 мм. В гильзе у нас также внутренний диаметр равный 32 мм с допуском в плюс 2-3 сотки. Все, на этом модернизация закончена. Согласитесь, все очень просто. Теперь о том, где и что заказывать. Обновленный шток можно получить двумя способами. Первый способ – заменить подшипник на новый самостоятельно. Эти подшипники можно купить в нашем магазине. Подшипник лежит вместе с гильзами, а также в категории ZIP. Вам остается только демонтировать старый подшипник и запрессовать новый. Проблем не возникнет, если имеете доступ к хорошим тискам или есть съемник для подшипников. Второй способ. Можно приобрести шток с уже установленным новым подшипником. Вот список штоков, доступных к заказу. Штоки для использования с гильзой мы выделили в названии товара с соответствующей пометкой, а также на картинке товара информация выделена красным цветом. Штуки для использования непосредственно в стакане по старой схеме в названии ничего не выносили, а на картинке товара информация выделена синим цветом. Внимательно выбирайте штуки перед тем, как оформить заказ. Теперь о гильзах. Как я уже говорил, люфт штока в стакане может быть разный, поэтому мы решили сделать гильзу в двух размерах. Для стаканов с небольшим люфтом и с повышенным. Выберите свой вариант гильзы. Ну вот, в принципе, и все. Как видите сами, модернизация стакана проста в реализации. При этом получаем качественный результат. В зоне скольжения подшипника штока у нас идет контакт металл по металлу. Износа из-за трения нам опасаться не стоит. У нас не такие большие нагрузки. А проблему теплового расширения пластика мы устранили. По итогу получаем минимальный люфт штока в гильзе стакана. И в дальнейшем этот зазор останется на таком же уровне, вне зависимости от интенсивности работы с кондуктором. На этом все. В комментариях пишите, что вы думаете о нашем решении с гильзой. Если уже пользуетесь стаканом с гильзой, поделитесь своим опытом. Обратная связь с пользователями наших изделий благоприятно влияет на развитие нашего продукта и всей системы в целом. Всем спасибо за внимание. Пока.